Здравствуйте, наши дорогие слушатели, присоединившиеся к нашей программе. Сегодня мы будем читать философско-космический рассказ Николая Трофимова, который называется «Путешествие души». Читаю, как всегда, я, Сканерс, за музыку отвечает Амая Нацу. Первое, что я хочу сказать тебе, человек, что ты существо, обладающее определенным сознанием, которое способно расшифровать только на определенных частотах потоки разума, которые окружают тебя и находятся в любой точке Вселенной. Твое сознание напрямую связано с душой. Это определенный сгусток сложнейших векторных сил, энергия со своим неповторимым кодом. Душа — это вечное состояние, где отсутствует время, пространство, материя. Для полного развития душе необходимо пройти путь, вселяясь в разумные существа, населяющие 10 планет, миров материальных и духовных. Ты спросишь, почему материальных? Потому что сама по себе душа существовать не может. Это просто вектор определенной силы. Душа должна находиться в разумном существе, обладающем сознанием. Уровней сознания у Вселенной также 10, которые никогда не пересекаются между собой. Поэтому в Солнечной системе 10 небесных тел и существа, населяющие эти небесные светила, имеют свое сознание, в корне отличное от других, и улавливают вселенский разум по-своему. Перечислим все планеты системы по мере удаления их от главной образующей звезды – Солнца. Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. На каждой из них есть своя сознательная жизнь, и нам, землянам, никогда не понять, как она протекает и в какой форме находится, потому что мы, заблуждаясь, думаем, там нет жизни, но мы же подразумеваем нашу земную жизнь с нашими 5 чувствами. И понятно, что эти 5 органов чувств никоим образом не раскроют нам сути, а только ее проявление и воздействие. А то, что не проявляется в воображении, никогда не будет существовать сознание, и у нас нет никакой возможности познать это. Перечислим же эти 5 чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Мы можем вообразить все материальное только в трехмерном пространстве. Другие миры обладают минимум 5-мерным пространством, на Плутоне максимум 1000-мерным на Солнце. С нашими органами чувств мы не воспринимаем жизнь существ, населяющих другие миры. В нашем сознании также существует время, так как наша жизнь протекает от причины к следствию, и нам кажется, что есть прошлое, настоящее и будущее. На самом деле имеет место только настоящее, то есть текущий момент. Все остальное — наше воображение. Ну а дальше поговорим о душе. Первым из существ, в которое вселяется твоя душа, находится на планете Плутон, самой дальней от Солнца. Сознание там на самом низком уровне и воспринимает наименьшее количество информации. Жизнь протекает лениво и монотонно. Ужасные камневидные существа с огромными, длиной в 1000 метров щупальцами живут на огромной глубине планеты в бурлящем глубинном океане, находясь в постоянном анабиозе. Питаются себе подобными, одновременно размножаясь в огромных количествах, как амебы. Достигая гигантских размеров, они всплывают на поверхность и застывают от холода. Температура на поверхности Плутона достигает минус 350 градусов по Цельсию. Твоя душа транспортируется на следующую планету – Нептун. На Нептуне живут разумные существа в образе вихрей. Они двигаются со скоростью звука, накапливая информацию в виде газовых скоплений метана и передавая ее в ядро планеты, в общий гигантский компьютер. Но ураган умирает, и душа перелетает на следующую планету – Уран. На Уране душа вселяется в новое существо, которое наше земное сознание не может вообразить. Это черные, как каменный уголь, глыбы диаметром до 5 километров, которые вращаются вокруг планеты, образуя кольца.
Внутреннее строение этих глыб совершенно немыслимое. Там передвигаются хаотично живые алмазы, напоминающие головы драконов, которые разговаривают между собой. Спариваясь, они в ту же секунду разрываются на части, а душа в этот момент направляется на Сатурн. Жизнь на Сатурне протекает внутри аммиачных облаков. Миллиарды кристаллических тел различных форм образуют единое разумное существо, которое управляет планетой, ее движением, давлением, температурой внутри ядра и поверхности. Сказочные кольца Сатурна и есть его мозг. Здесь душа не может находиться долго, так как эта планета с совершенно автономной гиперразумной жизнью. Здесь нет свободы выбора, все построено как вечный двигатель. На Сатурне душа накапливает энергию для следующего броска к планете Юпитер. Представляете? Мыслящий океан, вся поверхность Юпитера — это огромный океан сжиженного водорода, обладающего высочайшим интеллектом в миллионы раз выше земного, который не может выйти за пределы планеты. На Юпитере душа отдает значительную часть своей энергии, накопленную на Сатурне, и медленно направляется на планету Марс. На Марсе происходит постоянная война двух цивилизаций, воюющих уже больше 10 миллионов лет. Для нас марсианские существа невидимы, их не может определить самая сверхточная аппаратура Земли. Марс — это вечная война двух очень схожих, почти близнецов сознаний. Один из них имеет мужское духовное начало, другой — женское. Размножаются эти существа так же быстро, как и убивают друг друга, постоянно исходящими импульсами. Здесь душе вольготно, ее никто не замечает, и она нежится в самом пекле битвы титанов, впитывая в себе огромное количество энергии для следующего шага на нашу родную, живую и прекрасную в нашем понимании планету Земля. Вот здесь и начинается самое интересное. После мгновенного путешествия по разным планетам с сознанием, но без цивилизации, душа принимает на себя все страдания Вселенной и должна исправить себя для дальнейшего перехода на планету Венера. На Земле душа вселяется в беспомощное человеческое существо в образе только лишь маленькой точки в сердце. Человек по мере своего развития должен понять все, что с ним происходит, кто он и для чего у него есть душа, которую он сам должен развить до максимальных пределов, чтобы она могла перенестись к Венере, к одной из самых приятных и желанных по ощущениям и наслаждениям планет. Но точка души стоит на месте несколько тысячелетий, заставляя страдать человека все больше и больше, разрывая его сознание от непонимания сущности самого себя. И так в страданиях человек умирает. Изможденная душа с огромными усилиями переселяется в новое новорожденное тело, и все начинается сначала. Почти 10 тысяч раз душа повторяет этот эксперимент. Наконец, в наше время появились люди, понимающие, что душа — это важнейшая составляющая сознания, что, развивая и исправляя душу, он сможет увидеть и почувствовать другие миры, так как вся информация о других планетах хранится в душе в закодированном виде, и в данном случае не нужен ключ. Нужны лишь терпение и вера, что только любовь определяет бытие, что все люди взаимосвязаны. И каждый получает вселенского разума, что ты должен поделиться с ближним. Вот тогда-то и наступает эра всеобщего благоденствия и добра. Все духовные и материальные миры откроются перед нами, и наши души сольются в единое целое. После этого происходит великое переселение на Венеру. Мир и братство царствуют здесь. В обиходе существ на этой планете отсутствует корысть и зависть, зло и недовольство, депрессия и страдания, укор и вражда, и все негативное, что есть на Земле. Вечное наслаждение, радость и величайшее счастье присутствуют здесь. Впереди планета Меркурий. Но Меркурий для жителей Венеры как Средиземное море для жителей Аляски. Своеобразное место для путешествий и отдыха. Температура здесь достигает плюс 450 градусов по Цельсию. Существует один очень важный момент для души. Как только она почувствует дискомфорт на Венере, она тут же окажется в месте своего начала пути, на Плутоне, и все начинается сначала. Но избранные души с кристально чистым исправлением переселяются на Солнце, конец этого сложнейшего пути исправления, и переходит в состояние сущего, бытия, вечности, то есть состояние, которое нам никогда не познать.